В уже, кажется, далеком 2016 году впервые вышла настольная игра Кланк, которая была соревновательным приключением в подземельях на механике колдостроя и которая отправляла вас бороться не только с вероятностью и случайностью, но и с вашей собственной жадностью. Совсем недавно вышла ее новая версия, которая называется Кланк Катакомбы, и сегодня мы поговорим о ней. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Кланк Катакомбы, и если вы хорошо знакомы с игрой Кланк, то вы можете смело перелистывать сразу на конец обзора, там будет специальный тайм-код, где я просто расскажу конкретно, какие отличия у этой коробки от той коробки, к которой вы привыкли. Ну, а если вы не знаете, что такое Кланк, давайте знакомиться с этой игрой. Итак, это соревновательное путешествие в подземелье, где каждый из вас на собственной колоде карт, которая изначально у всех будет одинаковая, вот из таких карточек, будет лезть все глубже и глубже в подземелье для того, чтобы пытаться схватить самый ценный артефакт и успеть выбраться наружу, пока дракон, сидящий в этом подземелье, не сжег вас дотла. В данном случае не заморозил вас дотла, потому что у нас будет здесь дракон-нежить, скелет, который будет бегать по этому подземелью, но не физически, он просто будет наносить вам урон, скажем так. В ходе же игры вы будете исследовать новые места, получать себе в колоду новые карты, которые сделают вас сильнее, и стараться, конечно же, навлечь беду на ваших оппонентов. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Кланк Катакомбы. Итак, изначально у каждого игрока колода из 10 карт. На руку он берет себе 5, получает себе пачку кубиков и 3 вот такие вот отмычечки. Это 3 специальных жетончика, которыми будете открывать себе дороги и различные сундуки, а также будете спасать ими пленников. Вот такой тайл кладется. На нем лежат жетончики с двадцаточками, и вот здесь вот в специальном месте лежат жетоны идолов обезьян. Это стартовая локация, из которой вы все вместе пойдете. Это вход в склеп. Сюда же вам надо будет вернуться, ну, в идеале. Также составляется такая вот специальная колода из таких тайлов. В ней 4 тайла фиолетовенькие, остальные все тайлы синенькие. Фиолетовые — это близлежащие подземелья, синие — это глубинные подземелья. Они гораздо опаснее, и если вы ляжете там, то вы все продолбали. А если фиолетовых, ну, как бы некоторый шанс еще останется на то, что вы хоть что-то получите из очков. Такой вот планшетик. На него сразу выкладывается 3 кубика первого игрока, 2 второго, 1 третьего и 0 у четвертого. И дракончик ставится на слот, где у вас количество игроков указано. Выкладывается рынок. У нас есть рынок общий. Это карты несменяемые. Вот в этой колоде все карты одинаковые, они все карты наемник. Вот в этой карте все карты обыск. Вот в этой карте все карты тайные фолианты. А вот эти 6 случайных карт выкладываются из той колоды, где огромное количество абсолютно разнообразных карт. Там есть и яйца драконов, и всякие союзники различные, и оружие, и предметы, и много-много-много-много всего. Также там есть враги, конечно же. Вообще, в принципе, у нас здесь в игре есть 4 вида карт, но мы к ним вернемся, когда мы будем разговаривать уже конкретно про покупки. И, конечно же, вот такой мешочек. В нем на данный момент 24 черных кубика. Дракон, не знаю, видно ли в камеру, не видно, но там, поверьте мне, 24 черных куба. Этот мешок — это ваш самый злой враг, потому что вы здесь сами по себе оппонентов бить не сможете. Но вы сможете всякими хитрыми способами делать так, чтобы они потихонечку умирали. Итак, начиная с первого игрока, игроки тянут себе по 5 карт, берут 5 карт в руку. Когда у всех по 5 карт в руке, первый игрок начинает ходить. Игрок ходит следующим образом. Он разыгрывает по одной карте на стол перед собой. Разыгрывает. После этого запускает эффекты на них. Причем иногда будет важен порядок розыгрыша этих карт, потому что, например, если сыграть эту карту библиотекаря, она говорит, что если у вас есть тайный фолиант в игровой зоне, то есть вот здесь уже лежит, или в сбросе вашем, то есть там уже лежит, то вы можете добрать 2 дополнительные карты. То есть если вы фолиант разыграете после него, то его эффект не будет работать, поэтому его надо разыграть позже. А потом вы можете использовать все символы с этих карт. И символов у нас есть всего лишь по факту 2 вида. Это 2 вида местной валюты. Синенькие символы — это символы опыта, за которые вы будете покупать себе новые карты. А потом вы разыгрываете все символы, которые у вас есть на картах. Их по факту есть 3 вида. Это 3 вида местной валюты, за которые вы будете взаимодействовать с игровым полем, с картами. Но есть еще 4-е, это монетки, которые заодно победные очки и позволяют вам покупать некоторые жетоны, но это отдельно. Так вот, синенькие символы — это опыт. За него вы можете покупать карты. Вот, например, у меня есть сейчас 3 опыта, и я мог бы купить себе вот эту карту и положить ее сразу себе в сброс. Когда-то она ко мне придет в руку, и я смогу ей воспользоваться и за нее получить 3 монеты. Или могу купить вот эту. Она даст мне 2 дополнительных символа меча и 1 символ еще опыта. Или вот эту. Она даст мне дополнительный шаг и 2 символа опыта. Альтернативно я могу взять такую вот карту прикольную, которая стоит всего 1, но потом даст мне 3 символа опыта. Но после этого будет выброшена. То есть я одноразово получу себе 3 монетки и смогу купить себе какую-то классную дорогую карту, например, там за 6 или за 7 даже.
может быть, даже за 8. Есть у нас в колоде такие неприятные карточки, которые дают там клацы. Да, игра называется Кланк, а на картах у нас клац. Так вот, когда к вам приходит карта с символом плюс клац, вы обязаны взять и положить вот сюда вот один свой кубичек. Это плохо, поверьте мне. За символы ног вы можете проходить вперед. То есть в данном случае я пойду вперед по вот этому пути на один за вот этот символ ноги. А за этот символ ноги пойду еще на один вперед, вот сюда. В ледяных пещерах вы обязаны останавливаться, но это мелочи правил. После этого я все свои карты возьму и отправлю в сброс. Также туда уйдут в сброс те карты, которые я купил. Допустим, я купил вот эту карту, она также отправится сюда. Доберу 5 новых карт, рынок пополнится, и ход перейдет следующему игроку. Допустим, у всех выпали такие же карты, как у меня, и все пошли сюда. Далее я разыгрываю свои 5 карт, когда все остальные игроки отходили. У меня снова падает класс, я кладу его сюда, и у меня 4 символа опыта. За 4 символа опыта я куплю себе, допустим, вот этого библиотекаря. Карточки разыграл, отправил сюда. Как вы понимаете, у меня карты закончились в колоде, и мне нужно добрать новые карты. Для того, чтобы их добрать, я беру эту колоду, замешиваю ее спокойненько и тяну из нее себе 5 карт. И, соответственно, есть вероятность того, что те карты, которые я купил, мне придут сюда, и моя рука будет сильнее. И вот смотрите, у меня пришли и библиотекарь, и жульничество, которые мне будут нужны в мой следующий ход, и они мне уже будут давать всякие бонусы. Что же я буду делать, если мне надо идти дальше? Если я хочу идти дальше, а путь мой уходит с тайлика, я беру тайлик отсюда и прикладываю его любой стороной, которую хочу, к себе. Допустим, вот так. Как видите, у нас есть на этих белых линиях разные символы. Во-первых, есть символ портала. Из портала можно переходить в портал. А во-вторых, есть стрелочки. По стрелочке можно идти только в одном направлении. То есть вот отсюда, вот сюда вот уйти нельзя. Но можно пойти сюда, потому что здесь стрелочки нет ни одной. Этот символ говорит о том, что если вы хотите пройти через эту дорожку, вы получите 1 урона, если не потратите символ меча. Ну, мечей у меня пока нет, они выглядят вот так. А вот это как раз говорит о том, что мне надо будет потратить мой жетончик отмычки. И на такие символы сразу выкладываются специальные жетончики. Кто первый туда придет, тот заберет их себе. Это всякие разные классные штуки, которые будут давать нам бонусы, если вы их подберете. Там могут быть победные очки, дополнительные символы перехода и много чего другого. Дополнительные атаки. Кроме карт, которые я покупаю себе в колоду, в этих картах есть еще карты врагов. Они с красной окантовкой. И есть карты фиолетовые, это карты всяких механизмов. Карта механизмов оплачивается также опытом. Оплатили опыт, она разыгралась, вы ее сразу сбрасываете и убираете совсем из игры. Чтобы побороться с монстрами, вам нужны символы мечей. И, допустим, если у меня было бы в руке вот такие 2 карты, я бы разыграл бы их, разыграл бы остальные карты, у меня было бы 4 символа меча, я мог побороть вот этого монстра и вот этого монстра одновременно. Когда вы борете монстра, вы сразу получаете то, что не написано в графе победа. Плюс карты есть, которые, когда выходят на игровое поле, как, например, вот здесь появлением, они что-то делают с вами. Есть карты, которые вы за покупку получаете сразу какие-то бонусы. Например, вот эта штука, говорит, крутая. Она, если вы ее купили, все соперники сразу получают 2 класса. Все бросили сюда по 2 кубика. Класс. А вы потом, каждый раз, когда она будет к вам приходить, будете 2 кубика отсюда забирать себе. И я сейчас объясню, почему это очень хорошо, когда вы забираете кубики, а когда все остальные кладут кубики, это еще лучше. И на этом вы строите свою игровую тактику. Каждый раз, когда вы добавляете какую-то классную карту себе в колоду, она будет к вам после каждого перемешивания приходить и помогать вам двигаться по подземелью. Но что же нам нужно сделать в итоге? В итоге у нас постепенно фиолетовые жетончики, вот эти вот, уйдут. И мы начнем открывать синие. А на синих жетонах появятся дополнительные всякие фишки. Например, привидение. Как только вы добавляете привидение, вот сюда вот кладется жетончик беленький. А еще будут появляться дорожные камни. Если вы приходите в эту локацию, вы покладете туда и получаете себе монеточки. Монеточки — это очень полезная штука, про них тоже немножечко позже. А еще будут появляться рано или поздно вот такие вот жетончики с артефактами. Артефакты — это у нас специальная колода, которая разложена снизу вверх от большого к маленькому, и они выкладывают сюда. То есть чем дальше, по идее, вы уходите в подземелье, тем более дорогие там артефакты. И это как раз та штука, за которой мы идем в подземелье. Потому что как только вы взяли себе артефакт, вы имеете право вернуться обратно, и больше одного артефакта вы не сможете тащить. За одним исключением, про которое позже. Как только вы взяли себе артефакт, на нем, во-первых, указано будет количество победных очков, которые вы получите. А во-вторых, вы имеете право выходить. То есть я сбегал сюда, забрал себе артефактик и убегаю обратно сюда. Здорово. Я добежал, буду считать победные очки, еще и получу себе вот этот вот жетончик с плюс 20-очкой. Но момент в том, что, конечно же, следующий тайлик, который будет выложен, на нем артефакты будут еще богаче. И, возможно, мне не стоит брать вот этот артефакт сразу, а может быть и стоит, потому что мы будем постепенно получать урон. Но я бы хотел, конечно, добежать каким-то образом вот сюда, то есть вот так, вот так, вот так, вот и прибежать сюда, забрать, может быть, эту десяточку и потом пытаться выбежать обратно.
Вообще подземелье будет очень запутанное, и не всегда вы сможете вернуться. Там, например, я вот так пройти не мог, потому что здесь стрелочка, ну неважно. Оно будет все разрастаться, становиться все больше, и ваши оппоненты будут также бегать в разные стороны, стараясь вытащить себе вот эти вот артефакты. Почему по подземелью ходить опасно? Потому что каждый раз, когда вы покупаете отсюда карточку, забираете ее себе в колоду, да, или она сбрасывает за то, что вы убили монстра, оттуда выходят новые карты. И как только выходит карта с символом дракона, все кубики, которые были вот здесь, клацы ваши, забрасываются вот в этот общий мешочек. А дальше игрок тянет их. Тянет в количестве, которое указано здесь. И если он вытягивает черные, ну, в принципе, все хорошо. Они просто откладываются. А если рано или поздно он начнет вытягивать оттуда ваши кубики, то вы их будете выкладывать себе вот сюда. И это ваш урон. Как только добрались до сюда этими кубиками, вы умерли. При этом, если вы умерли на синем жетончике, на синем тайле, вы очки можете себе просто не считать. Если вы умерли на фиолетовом, ну, давайте посчитаем очки. А если вы к этому моменту уже убежали сюда, какие бы кубики ни были в вашем мешке дальше, то вам уже ничего не страшно. Вы сидите и ждете, еще и получили жетончик с 20-очкой. Очки мы победные получаем за жетоны, идол обезьян, за артефакты, за каждую монетку, которую мы получили в ходе подземелья, за все артефакты, всякие вот эти вот жетоны и все остальное, которое у нас могло быть в игре и давать нам победные очки. Везде, где есть символ победных очков. Еще у нас есть специальные предметы, которые мы можем покупать на рынках. Мы каждый из них покупаем за 7 монеток, вот за этих, и он дает нам крутые возможности. Рюкзак дает нам возможность носить второй артефакт, то есть мы можем либо пробежать сюда, и вот потом уже с двумя возвращаться. Целебное зелье позволяет нам полечить вот здесь вот два ранения себе. Отмычки дают нам новые отмычки, а иногда они просто необходимы. То есть, например, если бы я забежал куда-то сюда, и я вижу, что уже конец игры, и мне там 3 жизни осталось, без отмычек я вот так вот не пройду. Мне придется идти куда-то сюда, потом искать путь здесь, и я могу просто вообще не успеть это сделать. А если отмычки есть, это всегда полезно. Кроме того, отмычки позволяют открывать всякие разные классные места. Например, вот такие вот, с книжечкой, и за это я буду брать себе карточку фолианта. И да, за карты мы тоже получаем победные очки. Победные очки на карту указаны всегда в правом ряду. Фолиант бесполезная по факту карта. Если вы ее возьмете рано в игре, она будет вам просто засорять руку, потому что она ничего не делает. Но, с другой стороны, она будет приносить вам 7 победных очков в конце игры. Также на некоторых полезных картах, вот, например, на этой тоже есть 3 победных очка. Второй момент. У нас есть сундуки. И когда мы открываем сундук, мы берем себе вот такие вот жетончики. На них тоже есть победные очки, деньги, лечилки, все, что только можно себе предположить. На них много всего полезного. То есть открывать отмычками всякие ништяки, это очень здорово и полезно бывает. Главное, без отмычек не остаться. У меня была одна партия, где мне вот реально, я зря потратил отмычку, из-за этого просто не добежал. С огромным количеством очков остался на синем тайле и кончился. А еще там будут клетки с узниками. И клетки с узниками — это такая прикольная штука, которая дает вам такие вот жетоны. На них есть всякие разные бонусы, там, полечиться сразу, или получить там 2 меча, например, сразу. Но также на них бывают всякие разные штуки, типа получить 5 победных очков за каждый идол обезьяны, который у тебя есть. Или получить по одному победному очку за каждого узника, которого ты освободил. Вы эти жетоны копите и в конце игры все это дело посчитаете. В итоге это игра, в которой вы должны построить свою собственную колоду, которая позволит вам грамотно и быстро перемещаться по подземелью. По возможности не собирать себе лишних клацев. Есть карты, которые позволяют накладывать клацы оппонентам. Вообще моя любимая карта в игре, которая всем оппонентам говорит: положите по одному клацу, а если у тебя есть корона, которая еще при этом 10 очков приносит, то они кладут по 2 клаца. Такие вот прикольные штуки всякие есть в подземельях. Получать победные очки, монетки и пытаетесь добраться до выхода, желательно при этом сделать это не слишком рано. И вот это вот желательно сделать это не слишком рано, это самая главная фишечка игры. Потому что вам надо смотреть, что делают ваши оппоненты, далеко ли они ушли, успеют ли они выбраться или нет, и бежать к выходу в тот момент, когда вам это выгодно, когда вы понимаете, что у вас много очков и, возможно, они не доживут до выхода. А не дожить до выхода поможете им вы. Потому что как только вы выходите из подземелья, вы больше не разыгрываете карты в свои следующие ходы, а каждый раз закидываете все клацы в мешок и тянете 4 кубика. И раздаются они только вашим врагам, потому что на вас больше подземелья не работает. Если оппонент ваш умирает, или вы сами тоже умираете где-то в подземелье, вы делаете то же самое. То есть, понимаете, если там 2 игрока, например, осталось, и они где-то далеко в подземелье глубоко, и вот они взяли самый дорогой, богатый артефакт за 20, например, себе, да, и начинают двигаться к выходу, а вы в этот момент уже выбежали, бежать им ходов 5, а еще другой игрок умер, то 10 раз по 4 кубика вы вытянете из этого мешка, и, скорее всего, он просто не доживет со всеми своими классами, которые они закидываются. А классов закидывается достаточно много, потому что даже в базовой колоде 2 класса. А еще классные карты всякие дают вам дополнительные классы, которые выкидываются туда. И иногда бывает очень обидно, когда у вас
только клацы все забрали, закинули в мешок, а вам приходит карта «Отнимите 2 клаца оттуда». Вы такие, нечего отнимать. В итоге это очень азартная игра, довольно классической механики колдостроя, то есть здесь нет у него никаких прибамбасов дополнительных, он прям классика колдостроительной игры. Но при этом есть вот этот элемент случайного поля раскладываемого, по которому вы бегаете, и различных всяких эффектов. При этом вы здесь собираете победные очки именно уже на игровом поле и смотрите, куда вам надо бежать. Я, в принципе, вообще люблю колдострой с полем, и мне кажется, что игровое поле колдостроительной механики позволяет полностью раскрыться. Так вот, для тех, кто любил Кланк и его хорошо знает, что здесь нового? Во-первых, конечно же, сборное игровое поле, которое вы будете выкладывать в ходе прогулки по подземелью. Я буду рассказывать это отличие именно от базовой игры. Во-вторых, добавились привидения. Привидения — это белые кубики. Если белый кубик достается из мешка, то все игроки получают себе по одному урону. Во-вторых, с ними есть некоторые механики, которые позволяют там телепортироваться от одних привидений к другим и так далее. Появились узники, которые как раз эти вот жетоны, которые могут давать вам моментальный эффект, а могут давать вам накопительный эффект, что если вы имеете чего-то много, то за это вы получите много победных очков в конце игры. В-третьих, появились вот эти вот самые отмычечки, которых раньше не было, которые позволяют вам вскрывать сундуки, получать различные эффекты и так далее. В-четвертых, появились вот эти комнаты, на которых накопительный эффект на монетки. Через каждую комнату, которую вы проходите, вы кладете свой кубик, который уже нельзя потом положить в клацы, и получаете себе все больше и больше монеток. Ну и, конечно же, колоды абсолютно новые, и кроме стартовых, и вы можете замешать их с теми кланками, которые у вас уже были, и даже шайку авантюристов можно сюда включать в эту игру и играть с дополнением сразу от базы. Единственное, что, на мой взгляд, вот игровое поле, составленное из тайлов, добавляет еще больше хаоса в то, что у вас происходит на игровом столе. Кланк-то он и так достаточно трудно просчитываемый, потому что вы никогда точно не знаете, какие карты к вам придут, никогда не знаете, что сделает оппонент, и никогда не знаете, когда выйдет дракон. Здесь же, соответственно, если вы зашли куда-то по стрелочке и обратно выйти не можете, не факт, что вы дойдете дорогу домой быстро. Но многие как раз и любят Кланк за его хаотичность, за его непредсказуемость и за то, что от него сильно пригорает, особенно когда на последнем кубике, который тянули, вас и убили. Вот у меня как раз и была финальная моя партия, которая играл в Кланк. На 5-м кубике, который доставал дракон, пришел как раз мой кубик 5-й и добил мне последнюю жизнь. А я был в одном шаге от выхода. Такое в Кланке регулярно бывает, и этим он и славится. Так что, если вы хотите попробовать колдострой с полем, если вам интересно соревновательное приключение в подземельях, или если вы просто любите потаскать лут и пограбить подземелья, то Кланк Катакомбы вам вполне подойдет. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Геймпедия. Всем пока!